В тени колонн афинской Стоа Пойкеля, где воздух был наполнен ароматами оливковых деревьев и морского бриза, зарождалось учение, которому суждено было преодолеть границы эпох. Здесь, под расписными сводами, Зенон Китийский вел беседы, не подозревая, что его мысли переживут империи. Его голос давно умолк, но эхо этих бесед доносится до нас сквозь века, обретая новую жизнь в хаотичном ритме современного мира. Стоицизм никогда не был сухой теорией. Это живое дыхание античной мудрости, проникающее в самые потаенные уголки человеческого существования. Когда Эпиктет, бывший раб с изувеченной ногой, говорил о свободе, его слова обжигали слушателей не абстрактными рассуждениями, а огнем личного опыта. Его учение рождалось не в тиши библиотек, а в горниле страданий, когда каждое слово проверялось болью и унижением. «Ты хочешь быть свободным?» – спрашивал он. «Тогда научись желать только того, что полностью в твоей власти». В этих словах вся суть стоического мировоззрения, выкованная не в академических диспутах, а в противостоянии с несправедливостью мира. Римская империя, поглотившая Грецию политически, сама оказалась завоевана греческой мыслью. В пыльных провинциальных городках, в роскошных виллах патрициев, даже в императорском дворце звучали стоические истины. Сенека, чья жизнь стала воплощением стоических парадоксов, демонстрировал, как можно оставаться верным принципам, находясь в самом сердце развращенного нероновского двора. Его письма к Луцилию, написанные легким, почти разговорным стилем, раскрывают философию не как систему догм, а как искусство повседневной жизни. «Не объясняй мне, что такое добродетель», словно говорит он. «Покажи мне ее в твоих поступках, в твоем отношении к потерям, в твоей встрече со смертью». Особую глубину стоицизм обретает в размышлениях Марка Аврелия, которые никогда не предназначались для чужих глаз. Эти записи на греческом, сделанные в походных палатках между сражениями с германскими племенами, открывают нам внутренний мир человека, несшего бремя власти с поразительным смирением. Его слова, обращенные к самому себе, звучат как беседа мудрого старца с собственной душой: «Утро настало. Встань и сделай то, что должен сделать человек. Стыдно ли мне идти, если для этого я рожден?» В этих простых строчках квинтэссенция практического стоицизма, лишенная пафоса, но наполненная тихой решимостью. Физика стоиков, их представление о логосе как божественном разуме, пронизывающем космос, сегодня может показаться наивной. Но за этой натурфилософией скрывается глубокая интуиция о единстве всего сущего. Когда Марк Аврелий размышляет о том, как все взаимосвязано, как нити в ткани, как ветви одного дерева, он говорит на языке, удивительно близком современной экологической мысли. Их космополитизм, идея мирового гражданства, звучит особенно актуально в эпоху глобальных кризисов, напоминая, что перед лицом общечеловеческих проблем все мы – жители одного города. Практические методики стоиков, от вечернего самоанализа до предвосхищения трудностей, не утратили своей ценности. Современная психология, особенно когнитивно-поведенческая терапия, во многом повторяет пути, которые античные философы обнаружили интуитивно. Когда мы пытаемся отделить то, что можем изменить, от того, что нам не подвластно, мы следуем по стопам Эпиктета.
Когда тренируемся встречать трудности до их наступления, мы применяем советы Сенеки. В этом удивительная жизнеспособность стоицизма. Он предлагает не готовые ответы, а инструменты для самостоятельного мышления. Критики стоицизма справедливо указывали на его парадоксы. Как совместить фатализм с личной ответственностью? Как сохранить человечность, подавляя эмоции? Но именно эти противоречия делают стоицизм живой, а не музейной философией. Он не предлагает удобных решений, а приглашает к постоянной внутренней работе. «Стань тем, кто ты есть». Этот призыв, позже подхваченный Ницше, впервые прозвучал именно в стоической традиции. Сегодня, когда мир кажется особенно хрупким, а будущее неопределенным, стоицизм предлагает не утешение, а опору. Не обещая счастья, он учит достоинству перед лицом любых обстоятельств. Его мудрость не в сложных теориях, а в простых, но трудных истинах, что наша сила в принятии слабости, что свобода в осознании границ, что мужество не в отсутствии страха, а в действии вопреки ему. И когда мы читаем у Марка Аврелия «Встань и иди, если можешь». Если не можешь идти, лежи с достоинством, мы слышим голос философии, которая спустя 2 тысячелетия остается руководством к действию. В вечном танце времен года, в смене империй и эпох, стоическая мудрость продолжает свой немеркнущий путь. Она течет, как подземная река, то исчезая с поверхности истории, то вновь пробиваясь мощными ключами в самые неожиданные моменты. Когда в XVI веке Мишель де Монтень заперся в своей библиотечной башне, окруженной книгами античных авторов, он не просто изучал стоицизм, он дышал им, превращая древние истины в плоть и кровь своих опытов. Его размышления о боли, о дружбе, о человеческой природе пронизаны тем самым стоическим духом, который учит не избегать страданий, а преображать их в мудрость. «Жизнь сама по себе, ни благо, ни зло», — писал он. «Она вместилище и того, и другого, в зависимости от того, что ты в нее вложил». XVIII век с его культом разума тоже не мог обойтись без стоического наследия. Дени Дидро, работая над энциклопедией, особо выделял стоиков как провозвестников идей всеобщего братства. А Иммануил Кант, формулируя свой категорический императив, по сути, давал новую жизнь старой стоической максиме: «Поступай так, как мог бы поступить мудрец». Но особенно пронзительно стоические мотивы зазвучали в XX веке, прошедшем через 2 мировые войны. Виктор Франкл, прошедший ужасы концлагеря, в своей «Человеческой поисках смысла» фактически воспроизводит стоическую позицию. У нас может быть отнято все, кроме последней свободы, выбирать свое отношение к обстоятельствам. Его логотерапия стала медицинским воплощением идей, которые 2000 лет назад высказывал Эпиктет в своих беседах. Современные нейронауки подтверждают то, что стоики знали интуитивно: наше восприятие реальности пластично. Когда мы сознательно меняем угол зрения на проблему, мы не просто играем словами, мы физически перестраиваем нейронные связи в мозге. Практика благодарности, которую так рекомендовал Марк Аврелий, сегодня научно доказана как способ повышения уровня серотонина. А техники управления гневом, описанные Сенекой, почти дословно воспроизводятся в современных руководствах по когнитивно-поведенческой терапии. Но стоицизм
не просто набор психологических техник. Это целостное мировоззрение, которое особенно ценно в наш век фрагментарности. Когда цифровые технологии дробят наше внимание, стоическая дисциплина ума предлагает столь необходимую целостность. В мире, где культура потребления навязывает бесконечные желания, стоическая аскеза становится актом освобождения. Когда общество зациклено на самореализации, стоическое служение высшему напоминает о чем-то большем, чем личные амбиции. Особую глубину стоицизм обретает в моменты кризисов. Пандемии, экономические потрясения, климатические катастрофы – все это проверяет на прочность наши философские убеждения. И здесь древняя мудрость оказывается удивительно современной. Она не обещает спасения, но дает опору. Не гарантирует счастья, но учит достоинству. Не избавляет от боли, но показывает, как не стать ее рабом. В конечном счете, стоицизм – это не о том, как изменить мир. Это о том, как изменить свое отношение к миру. Как найти точку опоры внутри себя, когда все внешние опоры рушатся. Как оставаться человеком в самых нечеловеческих условиях. И в этом его вечная актуальность, которая будет жить, пока жив сам человек с его поисками смысла, достоинства и внутренней свободы. Стоицизм продолжает свою незримую работу в самых недрах современной культуры, подобно древним корням, питающим новую поросль. Его отголоски слышны в резких аккордах рок-баллад, где воспевается стоическое сопротивление системе, в лаконичных диалогах кинофильмов, где герой выбирает честь вопреки выгоде, даже в цифровых пространствах, где блогеры неожиданно цитируют Марка Аврелия между обзорами гаджетов. В бизнес-среде принципы стоицизма переживают необыкновенное возрождение. Руководители корпораций, стоящие перед выбором между прибылью и этикой, находят в размышлениях императора-философа неожиданные ответы. Современные интерпретации стоицизма предлагают новый взгляд на лидерство не как на привилегию, а как на служение, где настоящая сила проявляется в сдержанности, а мудрость в умении отличать существенное от второстепенного. Выходит, древние истины прекрасно работают в условиях рыночной экономики. Стоическое отношение к кризисам помогает компаниям выживать, а принцип «контролируй только то, что в твоей власти» стал девизом многих стартапов. Особенно ярко стоическая традиция проявляется в мире спорта. Олимпийские чемпионы, преодолевающие боль и усталость, чем не современные воплощения стоического идеала. Их тренировки – та же духовная практика, где тело становится инструментом закалки воли. Когда спортсмен продолжает борьбу после травмы или поражения, он повторяет путь Эпиктета, превращая физическое ограничение в ступень для духовного роста. Современные спортивные психологи прямо заимствуют стоические методики, уча атлетов работать с внутренним диалогом и принимать неудачи как часть пути. В образовании постепенно возвращается понимание, что стоическая мудрость должна быть не просто предметом изучения, а практическим навыком. Передовые школы внедряют программы эмоционального интеллекта, где дети учатся отличать факты от их интерпретации, прямое применение учения о каталептических представлениях. Университетские курсы по античной философии все чаще включают практические семинары, где студенты пробуют вести стоические дневники или упражняются в предвосхищении трудностей.
Но подлинное возрождение стоицизма происходит не в учебных аудиториях, а в тихих больничных палатах, где люди борются с болезнями. В домах престарелых, где учатся достойно встречать закат жизни, в тюремных камерах, где заключенные открывают для себя свободу духа. Здесь, на границах человеческого опыта, древняя философия вновь становится живой водой для жаждущих смысла. Стоицизм оказался удивительно пластичным учением. Он не требует слепого следования догмам, а предлагает инструменты для самостоятельного мышления. Не случайно в эпоху постмодерна, когда рушатся старые идеологии, именно стоическая традиция с ее акцентом на личной ответственности и внутренней свободе находит все больше последователей. Она становится философским компасом для тех, кто ищет опору не во внешних авторитетах, а в собственной разумной природе. Возможно, секрет долголетия стоицизма именно в том, что он говорит не о том, каким должен быть мир, а о том, каким могу быть я. В этом его смиренная сила и неиссякаемая актуальность. И пока человек сталкивается с болью, несправедливостью и неопределенностью, пока он ищет достоинство перед лицом судьбы, голос стоиков будет звучать сквозь века, предлагая не утешение, но мужество, не иллюзии, но ясность, не бегство от реальности, но глубокое приятие жизни во всей ее полноте. Стоицизм продолжает жить в тихом шепоте утренних размышлений, когда человек, еще не окунувшись в водоворот дня, спрашивает себя, что во мне сегодня от раба, а что от мудреца. Он дышит в ритме вечерних записей, когда дрожащее перо выводит на бумаге: «Сегодня я разгневался, но вовремя вспомнил, что гнев – это временное безумие». Эти простые практики, дошедшие до нас через тысячелетия, становятся мостиком между эпохами, между культурами, между совершенно разными людьми, объединенными одним стремлением жить осмысленно. В шумных мегаполисах, где небо скрыто за небоскребами, современные стоики находят свой путь. Они не носят тоги и не произносят речей на площадях, но их молчаливая стойкость проявляется в повседневных выборах: не поддаться панике, когда рушатся планы, сохранять человечность в бесчеловечных обстоятельствах, видеть в каждом встречном не функцию или статус, а живую душу. Их философия не в книгах, а в том, как они выслушивают уставшего коллегу, как держат слово, когда это невыгодно, как встречают несправедливость без ненависти. Природа, которую так почитали древние стоики, становится для современных последователей этого учения не просто метафорой, а настоящей терапевтической силой. В лесной тишине, где нет Wi-Fi и новостных лент, особенно ясно звучит внутренний голос. Река, несущая свои воды независимо от человеческих желаний, становится живой иллюстрацией амор фата, любви к своей судьбе. Даже городские парки, где деревья пробиваются сквозь асфальт, напоминают: жизнь сильнее любых обстоятельств. Технологический прогресс, казалось бы, должен был похоронить древнюю мудрость, но произошло обратное. Цифровые платформы стали новыми стоическими портиками, где люди обсуждают, как оставаться человечными в эпоху искусственного интеллекта. Приложения для медитации переосмысляют стоические практики концентрации. Даже социальные сети, этот рассадник тщеславия, иногда становятся местом для искренних разговоров о том, что действительно важно. Но главное возрождение стоицизма происходит не на публичных площадках, а в тишине человеческих сердец.
когда мать у постели больного ребенка находит силы для улыбки, когда врач после тяжелой ночи продолжает делать свое дело, когда художник остается верен своему видению вопреки коммерческому провалу, во всех этих моментах оживает дух стоиков. Без громких слов, без пафоса, просто потому, что так правильно, так достойно, так по-человечески. Смерть, которую стоики так часто размышляли, в нашу эпоху стала почти табуированной темой. Но именно стоическое отношение к конечности существования может стать лекарством от страха, который отравляет столько жизней. Не отрицая боли утраты, стоицизм предлагает помнить, то, что уходит, было даром, а не данностью. И в этом воспоминании благодарность вместо отчаяния. Возможно, будущее стоицизма не в академических дискуссиях, а в том, как мы будем встречать кризисы, которые готовят нам 21 век. Климатические катастрофы, социальные потрясения, этические дилеммы новых технологий – все это потребует той самой стоической ясности ума и силы духа. И тогда окажется, что древние тексты, которые казались архаичными, на самом деле содержат карту для навигации в неизведанных водах. Философия, родившаяся под солнцем Эллады, продолжает свой путь, адаптируясь, но не изменяя сути. Она напоминает, человек не песчинка в мире случайностей, а сознательная часть великого целого. Что наша сила не в контроле над обстоятельствами, а в свободе выбирать свое отношение к ним. И что мудрость – это не конечная станция, а сам путь, каждый шаг которого может быть наполнен достоинством и смыслом.